Всем привет! Наш сегодняшний ролик закрывает тему зимних серий про согревание автомобилей. В нем мы приведем ряд интересных примеров из практики эксплуатации устройств для подогрева машин, подытожим накопленный опыт позитива, угроз и резюмируем, как же дальше жить автовладельцу в условиях разношерстного климата России. Начнем мы с одного интересного видео, которое получили от нашего коллеги. До недавних пор, пока российские разработчики не освоили в должной мере технологии бесключевых обходов штатного иммобилайзера для реализации автозапуска, на территорию Российской Федерации поставлялись девайсы известных фирм из-за рубежа. Интересным фактом является особенность запускать двигатель при помощи трехкратного нажатия на кнопку постановки в охрану штатного пульта. На некоторых автомобилях мы можем наблюдать интересный момент восприятия статуса проворота личинки замка водительской двери, после чего отключается противоугонная функция штатного иммобилайзера и двигатель запускается. Как мы понимаем, проделать это можно при помощи таких приспособлений, как отмычка, сверт или турбодекодер. О последствиях подобного запуска можно только догадываться. Рекомендуем проверить на вашем автомобиле наличие подобной функции и своевременно принять меры предосторожности. Для оценки угроз систем автозапуска двигателя следует привести во внимание еще один интересный факт. Как мы знаем, иногда генератор автомобиля чудит и дает перезаряд аккумулятора. Что может произойти, когда ситуация не под контролем и автомобиль далеко от вас, вне зоны видимости? Для проведения теста поместим аккумулятор внутрь стенда проверки взрывобезопасности. Располагаем батарею таким образом, чтобы газоотводящее отверстие находилось вблизи с автомобильной свечой, которая будет имитировать ситуации неисправности изоляции проводников в подкапотном пространстве и периодически генерировать искру, пробивающую на кузов автомобиля. Для того, чтобы газ выходил интенсивнее, мы подключаем провода питания и начинаем заряд батареи. Че, поехали? Ёпрный театр! Слушай, нормально. Подобное может произойти при проскакивании искры даже при плохой затяжке клеммы аккумулятора. А если батарея расположена в багажнике или салоне автомобиля, то это может привести и к более печальным последствиям. Еду, херак здесь посреди дороги, такая херня. Взрыв аккумулятора – это процесс воспламенения водорода и кислорода, который выделяется во время зарядки. Интенсивность их выделения зависит от технологии, по которой произведен аккумулятор, а также от исправности соответствующего оборудования. При этом, например, в автомобиле, когда неисправен реле-регулятор, может произойти перезаряд аккумулятора, и интенсивность газовыделения существенно увеличится. Любая искра может привести к взрыву, который мы сейчас видели все с вами. Электролит, который содержится в батарее, очень опасен. При взрыве он может повредить компоненты автомобиля, но что еще опаснее, он может попасть на открытые участки кожи или в глаза. Для предотвращения подобной ситуации необходимо использовать аккумуляторы, крышка которых снабжена пламя-гасителем с лабиринтными технологиями, и это не позволит пламени проникнуть внутрь аккумулятора. Теперь попробуем оценить эффективность отопителя и взглянем на еще один важный для понимания тест скорости прогрева. Итак, как вы помните, в прошлом ролике мы тестировали, кто быстрее прогреет автозапуск, либо предпусковой подогреватель на автомобиле BMW X6, с довольно приличным двигателем 3,5 литра. Сегодня мы проведем похожий тест тоже на бензиновом двигателе на малолитражном немце. Так, включаем запись на термометре. Температура на данный момент составляет минус 13 градусов. Дистанционно запускаем двигатель. Двигатель успешно завелся. Подождем, пока он отработает 20 минут, и посмотрим на результат. Спустя 20 минут прогрева температура в салоне изменилась до минус 11,5 градусов. Прошло достаточное количество времени, автомобиль охладился. На термометре у нас значение минус 13,8 градусов, чуть-чуть похолодало. И теперь посмотрим работу предпусковика. И теперь запускаем предпусковой подогреватель. Итак, как видим, уже включилась штатная климатика. Сейчас она находится на третьем положении интенсивности обдува, и салон постепенно начинает прогреваться. Котел работает, слышен характерный звук, и в районе выхлопной трубы предпускового подогревателя виден растопленный снег.
За 20 минут работы отопителя салон прогрелся до минус 10 градусов. Жень, смотри, в Москве мы проводили тест на автомобиле BMW X6. Там автозапуск прогревал гораздо быстрее, чем отопитель, то есть в 1,5 раза. А вот здесь вот на Джете у нас обратная ситуация. С чем это связано? Вот можешь как-то прокомментировать? Ну, во-первых, на некоторых современных автомобилях используется электрический тен для более быстрого прогрева салона. Но в случае с экономичными двигателями группы ВАГ, это касаемо бюджетных автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, они обладают высокоэффективными двигателями с малой теплоотдачей. На холостых оборотах мотор прогревается недостаточно, и использовать систему автозапуска неэффективно. Здесь поможет исключительно предпусковой подогреватель. Для понимания последствий автозапуска следует привести во внимание случаи самостоятельного и бесконтрольного движения автомобиля после запуска двигателя, если машина была оставлена владельцем на передаче. Такое происходит при использовании механической коробки передач и в некоторых вариантах автоматических трансмиссий. Причин для этого довольно много, и мы посвятим один из выпусков этой проблеме. Еще одна неприятная история с автозапуском. Согласно правилам дорожного движения, существует запрет стоянки с заведенным двигателем в жилой зоне. Напомним, что стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо разгрузкой, погрузкой транспортного средства. Пункт 17.2 правил. А дистанционный автоматический запуск как раз попадает под эту статью, что является административным правонарушением и грозит штрафом до 3000 рублей. И это можно понять. Кому понравится дышать выхлопными газами? Еще один большой плюс в сторону отопителя – это сокращение износа и увеличение моторесурса двигателя. Давайте взглянем на калькулятор амортизации. По экспертной оценке мотористов, один холодный запуск прибавляет от 100 до 500 км пробега. Если оценивать самый холодный период с декабря по февраль, то получим 45 тысяч километров пробега, плюс к тому, что видим на одометре за сезон. Беря во внимание средний срок эксплуатации нового автомобиля, по РФ это 5 лет, получим 225 тысяч километров за указанный период. Несомненно, наличие отопителя для последующего покупателя машины должно иметь существенное значение в принятии решения при покупке. Однако в жаркий летний период, когда автомобиль может разогреваться до невыносимых температур, только предварительный автозапуск может запустить кондиционер, климатику и охладить салон. Давайте добавим перечисленные пункты в наш свод-анализ. В возможности отопителя у нас идет преимущество при продаже автомобиля за счет сохранения моторесурса. В сильные стороны – быстрый подогрев двигателя с высоким КПД. В сильные стороны автозапуска включаем охлаждение летом, а в слабые – долгий прогрев двигателя с высоким КПД и запрет использования во дворах. Тем не менее, выбор между автозапуском и отопителем по-прежнему непрост, неоднозначен и не очевиден. Помимо показанных нами плюсов и минусов устройств подогрева, есть еще дополнительные условия – климат и потребности потребителя. Например, для условий эксплуатации с уличным хранением машины при менее минус 20, и если у владельца есть желание ездить на машине длительный период, а двигатель на автомобиле с высоким КПД, то в первую очередь для прогрева следует рассматривать отопитель. Ну а если при тех же условиях есть потребность в комфорте, то уже второй ступени использовать автозапуск, который быстро прогреет салон после отработки предпускового подогревателя. Но если условия эксплуатации ближе к европейским, с средней температурой зимой около минус 5 градусов, машину вы купили на пару лет и вас совершенно не волнуют ресурсы ее агрегатов, двигатель на ней используется с меньшим КПД и прогревается быстро, и при этом вы никому не мешаете этим работающим двигателем на стоянке в жилой зоне, то здесь для прогрева, конечно же, уже можно обойтись одним только автозапуском. Однако не стоит забывать о корректной работе программной нейтрали и противоугонных составляющих. В любом случае, для выбора и консультации обращайтесь к профессионалам международного сервиса «Угона нет». Контакты вы найдете по ссылке в описании под видео. В следующем сезоне мы продолжим исследование на предмет прогревания автомобиля в условиях соблюдения безопасности, в более суровом климате в том числе. Ну а с вами был эксперт «Угона нет». Ставьте лайк, если серия наших зимних роликов показалась вам полезной. Всем пока!